Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня мы уехали достаточно далеко в Пhan Thiet, можно сказать, на окраину его укатили. И здесь нам попалось достаточно интересное местечко, потому что это огромные площади. Здесь подо мной плавают самы. Я надеюсь, мы одного из них, может быть, не собственноручно поймаем, но то, что попробуем, я уверен. Во-вторых, здесь представлена вся практически национальная обычная кухня Вьетнама. Немножко морепродуктов, немножко голубей, также воробьев и прочие ящерицы. Не уверен насчет последнего, но то, что многое из этого мы попробуем, это точно. Поехали. Пока мы здесь договаривались, разговаривали, ловили кое-чего, прошло достаточно много времени, поэтому вы видите, что все уже стемнело. Тем не менее, первые блюда к нам уже подоспели, и здесь у нас кальмары. К сожалению, то ли недопонимание, то ли еще что-то, потому что мы заказывали каракатиц. Каракатиц по итогу нет. Ладно, быстренько отведаем кальмарчиков. Башку я съем попозже. Как я уже показывал, чтобы почистить от хитина, спасибо Роману, он научил. Делается вот так. Очень вкусно и приятно. Опять же, если не любители кишочек, можно вот так вот это все вычистить. Все, порядок. У вас чистый, замечательный кальмар без хитина. Вперед с соевым. Он был заморожен достаточно долго. Как закуска в спортбаре сойдет, как свежий морепродукт – нет. Ну да и пришли мы не в бар, а в ресторанчик, в общем-то, со всякими голубями и прочим. Быстренько замечательную бамию. Здесь у нас большое количество разнообразных соусов, и в данном случае я хочу ее попробовать с тофу, остротой и прочим. Ребят, мне начинает нравиться этот вонюченький ферментированный тофу. Пошли дела. Скажут, обвьетнамился до конца. Роман, твое мнение по, прежде всего, конечно, кальмарам. Я уверен, ты скажешь примерно то же самое, но по бамии, ну что, ну это закусочка, обычный гарнир. Ничего здесь такого не добавишь. Соус замечательный, здорово, классно сделан. И, кстати, надо отметить количество этих самых соусов, потому что здесь что-то у нас чили, чеснок, здесь, как всегда, соль, перец, лайм, это понятно. Здесь у нас соевый и острота, ну и просто обычный чили, видимо, соус. Это не кетчуп, это не кетчуп. Пока Роман разбирается с кальмаром, хочу сказать, что вот, да, нам тоже на стол наметали это орешки. Вот, как вы понимаете, это не комплимент, это за отдельную плату, так что если не собираетесь пробовать эти орешки, просто взяли, отставили, и с вас денег за них не возьмут. Роман, ну и быстренькое мнение по кальмарчику. Ну да, так и чувствуется, что он был заморожен, потом размораживался, электричество отключали несколько раз, включали. Но так и должно быть вот в таких закопанных местах, где много традиционных блюд, потому что вьетнамцам, как я заметил, далеко пофигу, насколько кальмар был заморожен. Главное, чтобы он не был протухшим, а так все в порядке. Ну, мне не кажется, что вьетнамцы такие уж совсем безалаберные с точки зрения вкуса морепродуктов, потому что у меня теща, например, для тестя каждый раз за морепродуктами катается на рынок, чтобы с утра свеженькое купить. Так что не все так действуют. Ну, а мы действуем дальше. Следующее у нас, господа, это голубь. Вы знаете, мы пробовали уже воробьев, ящериц, да и голубей, в общем-то, в том числе. В данном случае давайте-ка я, вот видите, крылышко отломаю. Это прям как дичь выглядит. Роман, ты насчет дичи, как я понимаю, не очень, да? Ну да, я уверен, что он свежий. Здесь его поймали, приготовили. Поймали? Вон он там в клетке сидит, поймали. Поймали в клетке. Просто я из-за своих предпочтений, да, я понял, что вкус дичи я не особо люблю, поэтому пробовать. Ну, а я, можно теперь сказать, наверное, уже в прошлом охотник, потому что уже много лет ружье в руках не держал.
И ко вкусу дичи я-то привычен. Кстати, надо сказать, неплохо. И не самый маленький голубок, но мы специально заказали одну штучку. И я объясню, господа, почему. Потому что один этот голубок стоит 100 тысяч донгов. На мой взгляд, это все-таки перебор. А это слишком дорого. Но вообще, вполне. Мясо просто хочется. Поэтому, знаете, если с точки зрения шикануть, вот посидеть, я голубка съел. Ну, здорово, хорошо, только ты отдал за это 100 тысяч. А на гарнир в данном случае у нас Morning Glory под чесноком. Всегда беспроигрышный гарнир. Это вещь. Классно, здорово и очень подходит к дичи, потому что здесь ты попробовал что-то такое томное, вроде как достаточно мощное. Схватил вот это, а здесь свежесть. Приятная, ну и с чесноком, естественно, тоже. Не хочешь чеснока, вот не бери, как я, изнутри, возьми с поверхности. Все будет здорово и отлично. По поводу же голубей, ну, на мой взгляд, оно стоит того. Только если бы это стоило, господа, 20 тысяч. Вот тогда бы я такой, о, 5 голубков мне метай на стол, и все было бы здорово и отлично. Ну, ребят, ну просто очень дорого. А так вкусненько и замечательно. Антох, хватай там ноги и прочее. Ты вот в основном хотел попробовать. В конце мы услышим мнение людей, которые у нас тоже присутствуют сегодня за кадром. Ну, а мы едем далее. А, ты хочешь... давай, конечно. Просто это настолько обычная штука, а Роман такой, а я хочу, я не против. Я просто, считаю, что вот эта вещь, она для таких людей, как я, которые любят здоровое питание, но при этом еще и подбухнуть пивка. Ну вот. Чтобы плюс на минус. Плюс на минус. И оздоровился, и ухудшился, да? Типа того. Ну да, вот с чесночком, блин, это... Вместо там любой картошки фри и так далее, под пиво, закуска вот, супер отличная. Да, в этом плане, господа, если уж пришли вредить здоровью, то лучше не картошкой фри закусывать там и колой запивать, а вот, например, той же самой вот Morning Glory пожаренной. Так что, на мой взгляд, да, согласен тут полностью с Романом. Дожидаемся следующего блюда. Приступаем. Морепродуктов-то не богато. Чуть-чуть кальмарчика. Даже не... Ром, ты видишь креветку какую-нибудь, что-нибудь? Не, вот, походу, только тот самый кальмар, который 1000 раз размораживался. Ну да, вот что-то рис подвел здесь. Ну ладно, попробуем. Ну и чтобы не скучать от вкуса самого риса, немножко соевого. Так, и хотел сказать, немножко остроты, поэтому да, вот один кусочек и давайте. Также немножко соевого. Вот так. Заценим. Самое-то главное в жареном рисе, конечно, с морепродуктами, когда это морепродукты. Ну, в общем, посмотрим. Скажем так, так и я могу. Неплохо, симпатично, но на уровне, знаете, обычной домашней готовки. Это сегодняшний обычный рис, который из рисоварки. То есть они не придали значения тому, что все-таки стритфудный, хороший жареный рис, он должен суточный, он должен слегка обветриться, такой хрустяшкой быть. Это то, что каждый из нас может приготовить себе дома совершенно спокойно. Но здесь хоть и отсутствует разнообразие морепродуктов, я заметил, что нарезанного на мелкие такие кубики кальмара довольно-таки много. И вот как раз сюда он подходит, в отличие от того, если его просто подавать как полноценное блюдо, только кальмара. Вот, в рисе, да, пожалуйста, пусть он хоть там 10 раз был размороженный, главное, чтобы он не был протухшим. Ну да, чтобы был, главное, не испорченным, который можно в принципе есть. Тут я абсолютно с Романом согласен, потому что, ребята, да, у вас есть какие-то морепродукты, которые вы в этот вечер не продали и, допустим, в следующий не продали, а несколько, допустим, 3 дня совершенно спокойно кальмар свежий может лежать во льду с водой, и все с ним будет в порядке. Не отличишь ты его от только что пойманного. Положили в морозилку, ну все, потом используйте его для жареного риса, и все будет замечательно. Ровно то же самое касается и креветок. Поэтому в данном случае рис неплох, сойдет, но... Как и мы все можем это приготовить. Не ресторанный уровень, но мы уже докапываемся. Наверное, не знаю. Вам судить, напишите, докопались мы или нет. А мы поехали дальше.
сколько раз и сколько ресторанов мы уже здесь посещали, но каждый раз какие-то непонятки у нас возникают. А в данном случае нам принесли фарш. Я не знаю, из тех блюд, которые мы заказывали, ничего вроде как фарш не звучало. Но тем не менее, попробовать стоит, тем более, что это полноценное блюдо. Вот, пожалуйста, хлебушек с кунжутом и, собственно, сам фарш. Ребят, а это вкусная домашняя котлетка. Это замечательная домашняя котлетка, которая в виде фарша просто и все. И да, насколько я вижу, здесь еще и замес из порубленных листьев лайма. Так что вот так. Раз-раз, давай. Как черпачком. Захотели домашнюю котлетку, ее есть у них. Вкусно, здорово. Добавить нечего, Роман. Не, ну согласись, здорово. Ну да. Жадиной повеяло. Вот то же самое хотел сказать, да, у меня мама сюда приезжает каждое лето, и она моему сыну постоянно готовит блинчики с какими-нибудь начинками, и в том числе вот с фаршем. Я сразу вот прямо почувствовал аромат, как будто мама приготовила фарш, сейчас в блинчики будет заворачивать. Так что, пользуясь случаем, передаю маме привет, я знаю, она смотрит. Да, да. И здесь тоже могут в наш домашний фарш. Все здорово, все очень вкусно. Мы дожидаемся следующего, а здесь приятное дополнение. Что и с чем либо мы перепутали, либо они перепутали, где-то эта информация появится. А если не узнали, то и не появится. Едем далее. У нас уже приступили к готовке самого главного блюда на сегодня, а мы быстренько пока с Романом заценим крылышки. Ромка, держи вот тебе такое, смотри, хорошее крыло. А я вот эту вот более сухую часть, которая к грудке пристает. Сухомятка страшная. Ну, вообще-то, в этом есть прикол. Здесь шикарнейшая карамелизация. Угу. Сухие, капец, конечно. Ни о какой сочности речи нет. Но шкура... Вы знаете, в чем прикол? Мне кажется, раньше мы такое встречали, и я про это говорил, что, ну, ребят, ну, пересушили. А здесь ты вот эту шкуру хрустящую ешь, и у тебя ровно такое же мясо еще. Здесь карамелизация классная, здесь классный соус. Угу. И шкуркой похрустел, и мясом похрустел. Короче, это не те крылышки, которые я как раз не далее, чем вчера, готовил у себя на гриле. То есть я обычно как крылья делаю. Вот ты их замариновал, пару часиков они постояли, после этого ты на гриль, полчасика, ну там 35 минут где-то они у тебя приготовились. По итогу у тебя получается сверху замечательная хрустящая корочка, пропитанная, все здорово, а внутри у тебя сочное, хорошее мясо. Здесь же зажарено все до сухомятки, но при этом, да, ну, такой вот вид. Роман. А вот крылья они приготовили именно по-вьетнамски на 100%, как я люблю, когда снаружи они полностью карамелизованы, и они зажарены настолько, что сочность мяса составляет, ну, примерно 5% от сочности, которую, наверное, любишь ты. И вот такие крылья я обожаю. Ну, похрустеть, да. Эти крылышки именно что похрустеть. Плохо это? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Так. Господа, я считаю, что такой эксперимент с крыльями под рыбным соусом, с сахаром, очевидно, там еще с добавлением. Да, здорово, молодцы. Роман, скорее бежим снимать, как готовится самое главное блюдо. О, пошла жара. Ух, здоровый, молодец, хорошего зацепила. Краса-апа! Мимо! Сидит еще, давай, давай. Антох, на берег его, вот так. Это один из самых крупных. Почему? Это... Почему? Это тот самый пангасиус, который у нас продается. Серьезно? Да, ты поймал пангасиуса.
С этим самым, господа, у нас было достаточно много приключений. Начиная от того, что мы его ловили сначала не пойми как, потом просили удочку в конце концов, чтобы мы его как-то поймали, заканчивая тем, что как нам они его приготовят. Потому что здесь целый консилиум собрался, и пришла девушка, очень классно говорящая по-английски, и мы с ней смогли объясниться, чтобы они нам на стейке вот это все не рубили и не подавали на кусочки, на которые... У них же изначально предполагается подавать это все в виде спрингроллов, поэтому нет, ни в коем случае. Мы говорим, разрубите его на как можно меньшее количество кусков, чтобы влезло в ваш гриль. Принесли, разрубили на 2 куска, и вот до сих пор еще там стоит 3 человека, которые мучаются с большей частью этого сама, для того, чтобы его приготовить. Сейчас давайте отведаем то, что уже приготовлено, по их мнению. Я не знаю, я предполагал, что это будет немножко выглядеть по-другому, но затем мы сюда и приехали, и делаем эксперименты. Вскрываем, смотрим, пробуем. Еще одно дополнение. Ты забыл уточнить, что изначально они предполагали, что мы сами будем его грилить. А, да. Этот момент от меня улетел немножко, потому что, да, они принесли вот этот чан с углем и принесли миску с самом, и такие все и оставили. Мы попросили их приготовить. Ну, на удивление, шкурятина здесь даже не до конца изгорела. Ну, это ладно, это я потом попробую. Давайте вот так вот ее сначала подснимем. А ну-ка, отцепляйся. О, вот так. И давайте попробуем что-то выковырить. Слушай, ну он достаточно жесткий, такой резиновенький внутри. Сейчас посмотрим, он там готов вообще, нет? Иди сюда. Слушай, ну так-то вроде готов. Да, хотя, учитывая, что мясо белое и там белое, все и прочее, это мы узнаем на вкус только уже. Так, ну давай. Слегка варварски буду выковыривать куски. Иди сюда кусочек. Вот так. На мой взгляд, сом должен быть, конечно, понежнее. Просто у меня ощущение, что как будто бы он не готов. Сыроват. Да. Вот смотри, здесь вот Теша, Ром. Вот смотри, здесь Теша, вот она такое впечатление, что да, вот отсоединяется вроде как надо, да, вот смотри, легко так, раз, оп, вот она. Ее я первую попробую. С той самой Теши, которая точно готова. О, Теша вкусная. Прям вкусная. Хотя, заметьте, они никаких специальных трав, ничего туда не использовали. Рыбка сама по себе неплохая. Так, теперь то, что было рядом с Тешей. Это рыба готовая. Та ее часть. Роману не зайдет. Это слегка тенистый вкус. Ну и теперь самое главное. Верхушка, которая отдиралась сложно. И вот она у меня здесь тоже. Так, вот, порядок. Нет, рыба готова. Сочность осталась. Нормально, все в порядке, все хорошо. Самое главное, что меня радует в этой рыбехе, то, что приготовлено на углях и на этом самом гриле. Она крайне пропитана дымом. Это мощный вкус, грильный. Они, может, даже с маслом чуть-чуть переборщили, потому что, на мой взгляд, это очень
насыщенный и мощный вкус. Да, с точки зрения соусов, они здесь понадобятся, потому что они ничего дополнительного не делали. Я даже, наверное, побольше сделаю. Вот, Ром, если рискнешь все-таки его попробовать, я думаю, ты все-таки рискнешь, как бы это болото не выглядело. Вот сделай просто вот так. Да? Я хотел попросить тебя твоим рыболовным взглядом просто отколупать мне кусок, который точно готов и который вкуснее всего. Готов, все, весь. Ты там сначала тешу просто пробовал, вот она Так и вот отсюда ковыряй Ага. туда. Да, Ну вот давай. здесь. Давай, Роман. Рыбка готовая, рыбка вкусная. На мой взгляд, было бы намного более сочнее, если бы они это все дело в фольге завернули и поставили тячка на 1,5. Учитывая размер рыбы. Кстати, рыба у нас вышла на 4 килограмма. Света боец. Вытащила просто огромную рыбу. Но если был в фольге, не было бы аромата дымка, наверное. Или В был? конце никто не мешает тебе подраскрыть, положить, там все дела. Но мне вот сейчас попался кусок, который настолько пропитан ароматом дымка, что я не чувствую Самой рыбы. самой рыбы, я не чувствую никакого аромата там болотистого, то есть мне прям нравится. Ну, возьми со спинки. А где? Ну, спинка вот. А, вот это? Давай я к тебе разверну спиной. Вот, держи. Самое главное, конечно же, как вы все понимаете, это преимущество сама в том, что да у него костей нет, у него хребтинка, да и все. Ну, на самом деле, блин, это круто. Я вот думал, что, во-первых, он выглядит, как будто бы много лет прожил вот в этом болоте. И я был уверен, что будет аромат болота, но нет, блин, более-менее все нормально, нормальная рыба, я доволен, супер. Может быть, это именно в том случае, когда вот готовится вот так вот на гриле. При том, что, заметьте, изначально официанточки, молоденькие девочки прибежали и начали пытаться это все готовить. Через некоторое время, видимо, когда освободились более авторитетные женщины с кухни, они пришли такие: так, что вы тут делаете? Сделали надрезы, все, началось уже хотя бы удобоваримо. Кстати, вот и основная головная часть готовая подъехала. Сейчас мы ее тоже посмотрим. Ну и, наверное, у самой головы тоже какой-нибудь кусочек, спасибо большое, попробуем. А вот у нас здесь полностью горелая шкура, конечно, да, окей. Ты смотри, какой жир, Рома, ты погляди. Ну ладно, я даже до конца снимать не буду, пускай там жирок чуть-чуть останется. Давайте-ка вот отсюда, со спинки. О, ты посмотри. И вот сюда в жирок помакать. Да, вот так, вот так. А эту часть я даже без всяких соусов попробую. Грильно. Мясно. Полностью готово. Слава богу, с этим справились. И, надо сказать, не спалили. Ну, хорошо, какие-то кусочки шкуры, конечно же, подпаленные, но можно погрызть, знаешь, вот так вот. А, что я тут распинаюсь? Давайте я так и сделаю, как я предполагаю. Шкуру все равно хочу чуть-чуть погрызть. Сейчас у меня получится оторвать. Вот за эту часть взял, которая сгоревшая, а вот эту вот съесть. Я ожидал лучшего. Она как кожа. Она как кожа, знаете ли, я не знаю, очень маленькой козы. Вот мы недавно козу ели, короче говоря, вот там, знаешь, вот такая же. Как Там, ткань? ну да, типа того, короче говоря. Я ожидал от шкурки немножко другого, потому что, может, горелая часть лучше. Ну, горелую я не хочу, она вредная. Канцерогены, все дела. На мой взгляд, шкурку вот нужно бы отдельно как-то у него готовить. Ну, короче говоря, на мой взгляд, нужно все-таки эту рыбу, хотя это и тоже неплохой вариант готовки, на мой взгляд, сначала полностью ты ее приготовил, а потом задал корочку.
А сочность можно куда-нибудь отдельно слить, потом залить, короче говоря. Потому что, когда ты корочку задаешь, очевидно, сочность не убежит. Все, господа, налетаем, пробуем. И мнение, самое главное, конечно же, по рыбе. Тем более, что это самая дорогая позиция на сегодняшний день у нас. Потому что этот сом потянул, как я уже говорил выше, на 4 килограмма. А следовательно, 400 тысяч донгов. У нас же еще к этому саму есть... замечательный, я надеюсь, замечательный соус. Вот я небольшой, да, вот такой вот малюсенький кусочек попробую. Так, оп. Это тамариндовый, вот этот вот слегка вонюченький и чертовски острый. Это то, что они всегда заливают спрингроллы. Вот сверху, знаешь. Который арахисовый. Ну да, вот это все вот замес. Он мне не очень нравится. Он интересный, он забавный. Просто не на мой вкус. Тут каждому свое, как говорится. Пробуем, а после этого мнение всех подряд. Ну и небольшое мнение сегодняшних наших гостей. Антон, скажи, пожалуйста, вот вы уже 3 дня здесь находитесь. Что больше всего до сих пор понравилось? Слушай, нам очень нравится кухня местная. Столько всякой экзотики, где ты попробуешь. Вьетнам, мне кажется, лучшее место, чтобы приехать, попробовать морепродуктики, экзотику. Вот сегодня мы пробовали голубя. Первый раз пробую голубя. Раньше видел только во дворе, а теперь он у меня в животе. Интересно. Интересный вкус. И я думал, что это будет что-то как утка или как дичь с каким-то печеночным привкусом, а вполне вкусно, можно экспериментировать. Очень интересно. Ну, то есть Интересно. ты намекаешь на то, что не обязательно замыкаться, раз в Вьетнам только морепродукты. Иногда можно и такое что-то прям местное, аутентичное, необычное. Обязательно. Мне кажется, если ты приехал в эту страну, нужно максимально много попробовать. Все-таки это и вкусно, это интересно, это запомнится, это и фотографии, и эмоции. Кайф. Скажи, пожалуйста, а что по поводу, например, змеи? Я был уже во Вьетнаме, я пробовал Так. змею в разных ее вариациях. Ну, по мне, так это вот исключительно туристическая штука. Приехал, попробовал, выпил водку с кровью. Туристическая штука. Я сомневаюсь, что местные едят змею. Это не супер вкусно, но что-то в этом есть. Это прикольно. Надо попробовать все. Ну и, Антон, по поводу сегодняшнего, что больше всего понравилось, а что больше всего не понравилось из текущих сегодняшних блюд? Мне очень понравилась Morning Glory, да, ты говорил? называется? Да, трава. Волшебная трава. Прям по вкусу, как не знаю что, она немножечко жесткая, но в то же время вкус интересный. Очень понравилась. Рыба, ну, такое ощущение, что мы первые, кому они ее делали. Они вообще не понимали, что с ней делать. Порубили ее, пожарили, крутили, вертели, собрали 5 человек. Все старались, но в принципе она вкусная. Мы думали, что она будет с тиной, а запах с ароматом, вот этим вот привкусом тины. Но нет, абсолютно нет. Она достаточно резиновая немножко. Ты ее жуешь, и я даже сначала первый раз попробовал, не понял, рыба это или мясо. Вроде перед тобой лежит рыба, но жуешь ты как будто волокна такие вот плотные. Рисец пробовали лучше. Ну, в принципе, имеет место быть. Мне понравился голубь. Я никогда не знал, что это такое. Теперь попробовал. Вполне себе съедобно. Есть там нечего, но интересно. Ну и в конце концов, вот само местечко, оно на самом деле, на мой взгляд, слегка необычное для, ну, считай, центра, ну, не центра, Фонтиети. Все-таки мы в городе. Что по поводу самого места? Место действительно интересное. Здесь такие беседочки прямо на воде расположенные. Местные жители вон там что-то воркуют, мяукают, кушают. Вокруг вода, ты можешь поймать этого сама. У меня жена поймала. Это интересное занятие. Там 4 килограмма рыбы потянуть. Это на маленькую удочку бамбуковую. Классное место. Находится где-то в середине, наверное, города. Да? Мы сюда весело приехали на байке. Впервые видели столько много мопедистов, вьетнамцев. Как тебе, кстати, трафик? Трафик, ну мы встречая в Сайгоне видели трафик, там вообще жесткий трафик. Но здесь я впервые ехал сам в этом трафике. Ну, привыкаешь. Минут через 10 вот этой дороги я уже привык, и можно научиться, можно ехать.
Интересно, очень интересно. Я обожаю эту страну, она просто кайфовая. Приезжаешь, отдыхаешь, и люди приятные здесь. Даже вьетнамцы, они улыбчивые. Нам все очень зашло. Спасибо большое. Кость, тебе отдельное спасибо. Ромка, здорово, что удалось с вами поприсутствовать, влезть в кадр, попробовать всю эту еду интересную, необычную. Спасибо всем огромное. Пока. Вы знаете, это местечко мне понравилось, особенно отсутствием комаров. Благо вокруг нас здесь все-таки кое-какое болото, и комаров нет. Это здорово и классно, потому что в предыдущем месте, где мы с Романом были, здесь вот ссылочка появится, мы даже просили у них спиральки от комаров. Моего вьетнамского даже хватило на то, чтобы их попросить. Так вот, здесь все в этом плане в порядке, это большая территория, интересное место, на мой взгляд. Можно сюда заезжать, к сожалению, каких-то изысков нет, но захотели проникнуться трафиком по дороге, хорошим красивым местечком здесь и особенно той простой кухней, которую во Вьетнаме здесь подают без изысков, как опять же я уже выше сказал. Поэтому, ребята, это вполне себе интересное место, на мой взгляд. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Я оставляю внутри сочнее. У меня снаружи. Ну, давай я все-таки прожую, чтобы нормально разговаривать. Ну, так нет, так не поймаешь. Подожди. Вон тут куча какая. Но я коснулся одного. Девчонки, вы чё? Вы же здесь работаете, вы сама должны это самое. Сейчас еще обронишь его обратно в реку, лови его потом. Сами разделаем. Вообще не вопрос. Суд. Давай, давай. И вы где? Вон, смотри, там разводы пошли. Подожди, не, ты точечно кидай. Вот он. Боятся.